Вот это да! Вот это дождался! Вот это дождался! Ох, как классно! Первый сазан, поклевка сазана. Вот это я не зря посидел до вечера, ребята. Посидел. Говорю, да что ж такое, нету и нету. Туда к берегу пытается. К бровке, к бровке, к бровке, к бровке, к бровке. Сюда иди, товарищ, над бровкой. Это по-любому сазанья поклевка. По-любому сазанья поклевка. Опа! Есть! С открытием сезона, ребят. Наконец-то. Опа! Закидушки! Хотел просто сказать, наконец-то закидушки. Была, не была. Чё уж тут. Хоп! 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 Замер на месте. Вообще не движется. С ландшафтом сливается, как интересно, мимикрирует.
Всем привет! Сегодня уже 4 июня. У нас нерестовый запрет, но в пределах границах населенных пунктов ловить можно. Прошу извинить меня за такой вот наряд сеточный. Я спрячусь. Меня очень сильно кусают. Это сезон мошки. У нас продолжается. Надеюсь, скоро он закончится. Вода еще высокая, хотя толком половодья не было. Но все же мошка вылетела. Будем надеяться, что скоро закончится. Выехал на закидушки. Сложно показать, но здесь населенный пункт. Все закрыло лохом серебристым, фиником по-нашему. Полностью закрыто село. Здесь последние участки, даже здесь, где я стою. Даже здесь, где я стою, здесь тоже участки. Я по кадастровой карте посмотрел. В общем, непосредственно возле села. За последними участками нахожусь. Течение очень сильное, мощное. Веса даже 8 сносит. Вот стоит, видите, как прям вдоль. Но все равно, надеюсь, здесь такой поворот. Течение больше бьет под ту сторону. И поставил вот 3 жмыхоловки. Сейчас мусор хожу, убираю. Немножко собираю. На одном месте сидеть вообще невозможно. В общем, сейчас вот здесь поклевка. Там тоже немножко поклевывает. Ну и вот на этой поклевка. Здесь причем пустые крючки абсолютно. На той закидушке там червь подсажен. И на последней тоже червь подсажен. Зеленый червь. Ну, многие уже его знают. Многие на него ловят. Я вот пока еще подсаживаю, потому что думаю, сазан из полоев выходит. Из разливов. После нереста должен быть такой охоч до протеиновой именно пищи, до белковой еды. Ну а жмых у меня традиционно кукурузный, именно кукурузный жмых, перемолотая кукуруза, то есть под прессом побывавшая, хороший очень жмых, я уже несколько лет на него ловлю, и со вкусом меда. Я прям сам тащусь, он действительно пахнет прям медом, и очень много сазанов я на него ловил, именно на этот жмых. Сейчас вот здесь поклевка, хочу проверить. Здесь вообще пустые крючки. Уже несколько раз так вот подергивало, теребонькало. Может быть, какой-нибудь карась сел или тарашка. Надо проверить. Так, оставляем здесь. И будем вот сюда вот набирать. Берег затопленный, воды еще много, надо вытаскивать прям очень быстро. О, кто-то там крутится, ну точно. Вот так вот. Сидишь сазана ждешь, а там, пожалуйста, 2 тарашки спинами подцепились. Как интересно. И сазана уже, конечно, не дождешься. Пару маленьких крючков и пару густерок, пожалуйста. Так, давайте их заберем, что у меня и кошка голодная дома. Да и тарашки такие не маленькие. Может быть, даже и на жареху пойдут, если их покарбовать. Густерки по-нашему тарашки, а так густерки. Если их покарбовать, сейчас сразу в тенек брошу. И зажарить, то они очень вкусные получаются. Так, значит, надо чаще проверять после таких поклевок. Вот. Ждешь сазана, а там густерка села, и все. И сазан уже не сядет. Никак. Бывает, правда, в таком случае щука или судак берет. Сом даже бывало брал у людей. Именно вот так тарашка садится. А ее хапает судак, ну, хищник, в общем. Крупных самов причем доставали таким образом. Специально вот так поближе хочу. Главное, за то зацепится, нет. Лох серебристый отцвел. Уже такого яркого запаха нет. Но он начинает цвести.
другой аромат. Температура в тени у нас уже под 35 градусов, больше 30 градусов. Вода прогрелась. В общем, лето, самое настоящее лето вовсю. Вот это да! Вот это дождался! Вот это дождался! Ох, как классно! Первый сазан, поклевка сазана. Вот это я не зря посидел до вечера, ребята. Посидел. Говорю, да что ж такое, нету и нету. Туда к берегу пытается. Бровки, 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 бровки. Сюда иди, товарищ, над бровкой. Это по-любому сазаня поклевка. По-любому сазаня поклевка. Опа! Есть! Наконец-то! С открытием сезона, ребят! Фу. На зеленого червя. Остатки зеленого червя и взялся, красавчик. Дома рыбы нет. Мама говорит, хочу рыбы. Да и жена уже по рыбе соскучилась, на самом деле. Давно не было хорошей рыбы. И вот днем в жару самую не было. Вот как раз вот на эту удочку я почему-то рассчитывал. Так смотрел, она натянута. Бах, есть. Ну такая смелая полторашка, а может быть и двушка. Может быть даже и двушка. На закидушечку. Как же приятно, ребят. Класс. Сейчас срочно делаю кукан. На кукан сажаю и перезакидываю жмых. Шикарно! Еще охота. Пыжа не стал брать. Не знаю, говорил я, нет. Пыжа не стал брать. Вчера я его брал с собой. Тоже выезжали на разведку. Ближе к низам. Сейчас выше города находимся. Километров на 40, наверное. Вчера километров на 40 ниже Астрахани ездили. И брал его с собой, я его постриг, побрил, чтобы ему полегче было в жару в нашу. Но его мошки теперь донимают, комары, мошки, он дома забивается, там прячется от них, в прохладу, в тенек. Так вроде брызгаю его всякими неопасными репеллентами. Полегче, но
сюда, если его вывести, он сейчас всех комаров соберет. И плюс побритый. Сейчас покажу, наверное, его, как получилось. И ни одна машинка его не берет, 3 машинки. Измучился, весь день пытался груминг ему навести. Ну, что получилось, то получилось. Но ему теперь по веткам бегать нельзя, по траве колючей, по веткам бегать нельзя. Потому что, ну, больно будет. Я уже как бы проходил эту историю в прошлом году. Поэтому сегодня вот брать его не стал. Хватит нас одного мученика в виде меня. Мне интересно все-таки рыбалка очень, а ему так себе. Просто для прогулки, для отдыха, для поддержания физической формы. Сейчас чуть-чуть прохладнее станет, обязательно брать его буду. Либо если в своем кораблике пойдем, то тоже возьму его. Потому что там попроще, там тоже спрятаться можно от комаров. Настолько закидушка снасть простая, да более простая, что сидишь иной раз и думаешь, ну как на нее может пойматься. Хотя раньше все время на нее ловили. Каждый год я удивляюсь. Думаешь, нужен там спиннинг какой-нибудь крутой. Опа. Ничего себе. А не клювал до этого. А сейчас четкая поклевка ведь была. Может быть, пробует снова. Думаешь, ну спиннинг нужен, там крутые крючки какие-то, лески там специальные, катушки там навороченные. Вот тогда будет ловиться, как у всех. А ну вот здесь вот что здесь? Леска за там 200-300 рублей. На 3 закидушки на все. Крючки там самые обычные. В магазине просто россыпью продаются. Крузел там 8 огромный. И все. И поймалось ведь. И вот когда так вот поймаешь уже в этом году, в новом, уже начинаешь как бы подстраиваться. Знаешь, какие здесь крючки одеты, какой длины поводки. Уже как бы стараешься вот именно такую вот удочку сделать, оснастку. И каждый год все равно приезжаешь, вот закидываешь, думаешь, да ладно, неужели будет ловиться? Как бы зима прошла, весенняя, там поплавок, рыбалка. Зимняя у меня тоже очень любимая рыбалка. Многие зимой сидят, вяжут эти удочки летние. И уже готовы как бы к сезону. А я нет, я вот приехал, у меня там парочка была с осени, они были короткие, мы там ставили их на раскатах, на банке. Ну, не подходит совершенно вот сейчас. И даже груза там были другие. Там сделал одну, закинул, сделал вторую, забросил. И вот весь день не было, жара была днем. И к вечеру хлоп и поймался прекрасный сазанчик. Самый желанный, наверное, первый сазан. На закидушку он самый желанный. Лягушки сейчас кайфуют. Сколько еды для них. Одна сплошная еда по берегу. Ребят, улетел нафиг. Улетел нафиг. Колокольчик, представляете? Как клюнул. Как клюнул. Улетел нафиг колокольчик. Колокольчик улетел с крайней удочки. Иду к нему. Иду к нему. Иду к нему. Улетел с колокольчик с дальней удочки. Фух, как клюнул. Мощно. Опа! Есть. Есть. Четко за губу. Улетел. Хотел поклевку снимать, пока бежал. Куда-то туда отыграл. Мощно ушел колокольчик вдаль. Тоже такой не крупный, но мерный. Ну вот. 2 уже отлично. Это уже еда, жареха. Так, на кукурузу взял. Сейчас сделал подсадку кукурузы. 3 штуки. Тоже такой полторашка, от нерестившийся. Красавец. 1,5-2, наверное. От нерестившийся такой самец, может быть, не знаю. Но красавец все равно. Как ни крути, первые под вечер пошли. Первые под вечер пошли. Замечательно. Тутти-фрути.
жмых. А может быть и другой бы сработал, и мед. Ну, подсадил. Пробовал сейчас червя на один крючок подсаживать зеленого, на другой. Кукурузу 3 штуки. И вот на кукурузу взял. Аж колокольчик улетел. Ну, красавчик же. Класс. Вот так вот насажено у меня было на крючок 3 кукурузины и втыкаю в жмых. Второй тоже 3 кукурузины, бутерброд сделал с зеленым червем, на всякий случай. Втыкаем, забрасываем. Все дело, конечно, в том, чтобы вот эта конструкция долетела до воды, хотя бы не запутавшись, не развалившись. Там уже, когда на дно упадет, растворится и будет работать. Главное, чтобы до дна хотя бы дошла. Сижу, удочки называются, вяжу. Они меня сейчас живьем съедят. Уже мошки, ладно, я от них защищен, а вот от комаров этот костюм особо не помогает, потому что он весь в дырочку, и они хорошо кусают. А не брал с собой никаких репеллентов. Пробный выезд, все равно пробные такие еще рыбалки, разведки. Сазан есть, место показало, что сазан есть, но надо как-то экипироваться получше. Когда вот так долго не бываешь, перволетних, всегда сложно все предугадать, все с собой взять. Вот на москитник вроде взял, вроде все нормально, а репеллентом бы сейчас побрызгался и было бы намного лучше. Но ничего, я все равно доволен. Сазан пойман и еще шанс есть. Тутти-фрутти, кстати, поставил жмых, кукурузный, но тутти-фрутти. И вот он именно сработал. Сейчас еще один поставлю тутти-фрутти. Все, солнышко садится, закат. Хожу, гуляю, ищу колокольчик. Куда же он улетел? Я видел, что он далеко куда-то улетел. Вот он. Представляете, сколько здесь расстояние до закидушки? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 метров улетел колокольчик, когда была поклевка. Вроде сазан-то не крупный, но очень мощный, очень бодро клюет. Тем более он здесь на течение очень сильно натянуто. Улетело далеко. Ну что, хотелось мне поймать еще 3-го сазанчика для компании. Как бы Бог любит троицу. Наверное, не судьба. Сейчас жду вот прям на закате солнышко, но поклевок нет. Вроде так были по чуть-чуть. Понемножку совсем. Мошка меня доедает. Комары подключаются. Наверное, не судьба. Но во всяком случае, пару сазанов для мамы я поймал. А там у меня племянник Серега. Там же, в принципе, на выходные, наверное, приедут в гости к бабушке и моя супруга с детьми, с Левой. В принципе, 2 сазана, 4 филешки. Пожарить, по пару кусочков съесть с салатиком. Отлично будет. Пока я буду на работе, они вспомнят меня добрым словом. Еще и тарашечки, густерки для кошки. Тоже голодный не будет. Вкусно пообедают. Жду все-таки последние минуты. Если вдруг что-то будет интересно, обязательно включусь. Красиво солнышко садится. Все, ребят, солнышко скрылось за горизонтом. А это значит, пора домой.
Удочки еще стоят, но прислушиваюсь, но пока тщетно. Разловил речку, на этой речке рыбачу впервые. Первый выезд с закидушками в этом году. Были у меня разведки, но поймать ничего не удавалось. Буквально мелочишка, я даже не показывал. Такие два прекрасных сазанчика. Шикарных просто, на жареху. Сегодня открыли сезон. Поздравляю с открытием сезона на закидушке. Речка прекрасная, мне понравилась. Вода сейчас падает. Соответственно, с полей сходит. Еще на полях очень много воды. В низах очень много залито полей, яриков. И, соответственно, скатываться рыба будет с полей. Сазана будет в реке прибавляться. Жор будет, я думаю, улучшаться. Речку хорошую нашел. Удочки свои проверил, настроил. Все прекрасно, все работает. Жмых с подсадкой хоть кукурузы, хоть червя. Можно и без всего этого пробовать ловить. Ну, самое главное, поводки, крючки, грузила, вся оснастка, все работает. Я очень доволен. Надеюсь, и вам что-то было интересно. До встречи. Все реже под водой, но над водой, на рыбалке, на охоте и просто в приключениях. Пока. Наконец-то, опа, закидушки. Хотел просто сказать, наконец-то закидушки. Просто онлайн. Просто онлайн. Поклевка онлайн. Хотел сказать, наконец-то закидушки, последнее слово. Давай, 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 дружище, давай туда, отходи, отходи, отходи. То боюсь, чтобы он в этот не пришел. Вот, 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 вот на течение, иди, 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 иди. Иди, иди на течение. На течение иди. Давай, 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 дружище. Нет, пожалуйста. За что-то зацепился. Я сейчас полезу за ним. Я его там не оставлю. Вода теплая. Простите, друзья, если кого-то... Простите, если кого-то мой вид... О! Напугает. О, холодная вода. Все-таки думаю, там хотя бы сазан. Корень. Оп, 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 оп. Сазанчик, иди сюда. Иди сюда, дружище. Опа! Все-таки третий поймался. Все-таки третий поймался. Пришлось залезть в воду. Зацепился за корень. Но я третьего все-таки поймал. Я доволен, ребят, счастлив. Все, надо быстро собираться. Меня сейчас съедят. Вода, во, 21 градус, теплая. Рыбалка, огонь. Все, всем пока. Была, не была. Че уж тут. Хоп! С открытием купального сезона. Фух. Кайф. Просто кайф. Отлично. Просто отлично. Вот так. 3 сазанчика. 6,220. Ну, 220 это как раз подсак весит. Около 6 килограмм 3 сазанчика. Прекрасно же. Самое то, что нужно.